Рады пригласить вас в наш новый формат, который будет посвящен общению с иностранными докторами. Разговор будет происходить в виде интервью с ответами врачей из разных стран, чтобы немножко побольше узнать о опыте за рубежом. Приятного просмотра и надеемся, что вам понравится наш новый формат. Как часто в своей практике вы ставите пациентам мультифокальные линзы или линзы с удлиненным фокусом, ЭДОФ? У вас же имеются в арсенале ЭДОФ линзы. Да, конечно. Они появились на нашем рынке не так давно. Наверное, около 3 или 4 лет назад, возможно и меньше. Чаще всего я работаю с пациентами, которые имеют патологию макулярной области. У большинства из них наблюдается кистозный макулярный отек на фоне окклюзий центральной вены или артерий сетчатки. Также это могут быть другие формы поражения центральной зоны. На фоне этого, чаще всего я использую монофокальные. Мультифокальные ИАЛ я ставлю только в отдельных случаях, либо, если это молодой пациент с катарактой. Но в своей постоянной практике в большинстве случаев я выбираю монофокальный ИАЛ, считаю это целесообразным и надежным решением для жизни пациента и его дальнейшего наблюдения. Вначале хочу отметить, что работаю в больнице, где наблюдаются пациенты с патологией сетчатки. Поэтому большая часть моих пациентов имеют разного рода проблемы с сетчаткой. Именно поэтому очень редко в своей практике имплантирую мультифокальные линзы. Ведь мы понимаем, к каким нежелательным явлениям и последствиям может привести установка данной линзы у пациентов с патологией сетчатки. Но в некоторых случаях я могу предпочесть ЕДОФ-линзу вместо монофокальной линзы. Также я отмечу, что предпочту имплантировать пациенту линзу с удлиненным фокусом, чем мультифокальную. Yeah, if there's no macular or glaucomatous changes, Если на сетчатке нет никаких изменений, тогда я предпочитаю использовать мультифокальное ИО. Если у меня есть сомнения касательно каких-либо возрастных изменений сетчатки, то обычно имплантирую EDOF-линзы. Что входит в комплексное обследование перед тем, как вы выберете мультифокальную линзу для своего пациента? Я регулярно делаю фотографии глазного дна каждого пациента. Все исследования обязательно сохраняю. На случай, если появятся какие-то изменения, может выявиться диабетическая или гипертоническая ретинопатия, или какое-то другое заболевание сетчатки. На такой случай у меня все будет задокументировано. В моем арсенале есть две фундус-камеры, это Optos и Celarus. Также обязательно проведение мониторинговой когерентной томографии. Во-первых, необходимо проверить наличие задней отслойки стекловидного тела у пациента. Необходимо детально обследовать периферические участки сетчатки на предмет наличия периферических дегенераций сетчатки по типу решетчатой или наличия атрофических участков или отверстий. После детального обследования периферии сетчатки, а также проверки наличия ЗАСТ. После осмотра для того, чтобы определить, какую линзу предпочесть во всех случаях, провожу когерентную томографию и ангиографию. И если у пациента наблюдаются возрастные изменения, например, друзы или субретинальные изменения, то я беседую с пациентом, обязательно обсуждаю с ним зрительные перспективы. На томографии важно детальное исследование витреомакулярного интерфейса. И если выявляется, например, эперитинальная мембрана или ламеллярный разрыв, я не буду имплантировать сложную оптику данному пациенту. full ophthalmic
В первую очередь, мы проводим оптическую когерентную томографию. С помощью данного обследования сразу можно выявить патологические отклонения разных структур сетчатки и диска зрительного нерва. В частности, макулярную патологию, наличие которой определяет зрительные результаты после операции и отсутствие целесообразности имплантации мультифокальной ЭОЛ. Был ли у вас опыт имплантации мультифокальных линз пациентам с макулярной патологией, в частности, диабетическим макулярным отеком или возрастной макулярной дегенерацией, или нет? Я очень часто вспоминаю пациента, с которым столкнулся во время своего обучения. Пациент был достаточного молодого возраста, но его не устраивало качество зрения. Он был настроен на замену хрусталика. У него была начальная неосложненная катаракта. Можно сказать, что это был стандартный случай для имплантации мультифокальной линзы. Однако, к сожалению, в ходе предварительной подготовки не было произведено детального обследования. Через 3 месяца после хирургического лечения у него произошла отслойка сетчатки. По своему опыту могу сказать, что имплантация мультифокальной линзы несет в себе больше сложностей, чем установка монофокальной линзы. Работа с мультифокальной ЭОЛ – это не так легко. Есть множество вещей, о которых необходимо думать. К примеру, пациенту был прооперирован один глаз, все прошло хорошо, без наличия послеоперационных осложнений. А после операции на другом глазу у него развился макулярный отек. Но такие обстоятельства довольно сложно предугадать, особенно, если первая операция прошла хорошо. Но я знаю, что существует так называемая серая зона предвестников послеоперационных проблем. Если у пациента на сетчатке есть друзы разных размеров, от совсем маленьких до обширных, они также могут быть единичными. Вы можете подробно объяснить и обсудить это с пациентом, рассказать, какие имеются изменения и каким последствиям это может привести в будущем. Я думаю, наиболее показательными в данном вопросе являются пациенты с возрастной макулярной дегенерацией. В этом случае, если у пациентов в одном из глаз диагностирована атрофия или поздняя стадия возрастной макулярной дегенерации, необходимо обсудить с пациентом, что в другом глазу может развиться такая же ситуация, и что при имплантации более сложной оптики может возникнуть значительный дискомфорт. Но также в моей практике есть несколько пациентов с мультифокальной ЭОЛ, которым диагностирована ранее форма возрастной макулярной дегенерации, но у данных пациентов нет признаков атрофии пигментного эпителия. Мы понимаем, что атрофия пигментного эпителия – это крайне неблагоприятный диагностический признак. При атрофии в макулярной зоне точка фиксации смещается в парамакулярную область, и в таком случае я не имплантирую мультифокальную линзу. Возьмем как пример пациента в возрасте 70 или 80 лет, у которого в связи с возрастом уже не будет быстрого прогрессирования заболевания. У пациента в данном возрасте отмечается относительно стабильное течение возрастной макулярной дегенерации, даже если друзы есть, но они единичные и незначительного размера. Так что да, я смогу в такой ситуации рассмотреть вариант имплантации сложной оптики. То есть при наличии друз в макуле без признаков атрофии вы будете имплантировать линзу со сложной оптикой. При наличии единичных друз. При наличии обширных и множественных друз, конечно, нет. Я не буду предлагать вариант сложной оптики такому пациенту. Я постараюсь объяснить все риски развития неоваскуляризации, особенно, если это возрастная женщина. Возможно, это зависит от местоположения друз на сетчатке.
Да, действительно. Друзы могут быть на периферии, совершенно не затрагивать зрительную зону, они могут быть очень маленькими и единичными. Я детально подхожу к диагностике данных пациентов. Да, у такого пациента риск развития осложнений невысокий, но он все же есть. Поэтому я стараюсь подробно оговорить с пациентом все варианты. И самое главное, объясняю важность контроля и наблюдения. В данной ситуации важно вовремя диагностировать макулярный отек, если он все-таки произойдет, чего я очень боюсь. Если друзы располагаются на периферии и не затрагивают макулу, мы не должны бояться такой ситуации для имплантации мультифокальной линзы. Имплантация у таких пациентов сложных линз дает благоприятные результаты. Но если мы выбираем тактику наблюдения, и через какое-то время происходит изменение со стороны макулярной области, без выраженной атрофии пигментного эпителия. Но, как мы знаем, возрастные изменения влияют на снижение зрительных функций и смещение точки фиксации. В результате пациенты начинают предъявлять жалобы на ухудшение зрения вблизи и в целом на дискомфорт при длительных зрительных нагрузках. В таких ситуациях я также расскажу пациенту о возможности имплантации мультифокальной ЭОЛ, но постараюсь сделать упор на более надежный и безопасный вариант этой EDOF-линзы. EDOF-линзы более безопасны, чем мультифокальные, для пациентов с макулярной дегенерацией. Хочу отметить, что в современных реалиях для получения высокого результата в высокотехнологичной хирургии глаза необходимо использовать надежные инструменты и материалы. Именно к таким относится продукция компании Solafarm. В их арсенале широкая линейка как адгезивных, так и адгезивных вискоэластиков, которые идеально подходят для поддержания объема передней камеры во время проведения операции на переднем сегменте, в том числе и факомультификации с имплантацией мультифокальных и торических ЭОЛ и протекцией роговицы. Продукция компании Solafarm полностью соответствует всем мировым тенденциям в офтальмологии. Это единый стандарт качества на всех производственных площадках, и самое главное, данная продукция полностью доступна на территории Российской Федерации. Производство данных вискоэластиков находится в Санкт-Петербурге. Для вас возможен вариант имплантации мультифокальных ИЛ пациентам после проведения витреоретинального вмешательства. Например, по поводу удаления эперитинальной мембраны. Какое у вас мнение по тактике лечения? Это хороший вопрос. Если честно, нет. Я считаю этот вариант небезопасным и неперспективным, потому что очень часто мы знаем, что может случиться дальше. Через какое-то время после даже самого качественного пилинга может произойти рецидив, а также возрастают риски другой ретинальной патологии. Считаю, что при данной патологии нецелесообразна имплантация сложной оптики. Даже если есть варианты высоких зрительных перспектив. Давайте так. Есть ряд пациентов, у которых диагностируется начальная нежная эперитинальная пленка без признаков прогрессирования и тракций, никак не влияющая на зрительные функции в течение длительного периода наблюдения. У данных пациентов, да, возможно в моем понимании имплантация мультифокальных ЭОЛ, но только после детального обследования. В других случаях я склонен выбирать более простую оптику. Для меня это самый простой вопрос с очевидным ответом. Нет, я не буду имплантировать мультифокальную ИОЛ в подобной ситуации. Мы знаем, что после проведения мембранопилинга и проведения замены хрусталика, зрительная точка фиксации на сетчатке может сместиться. В результате у пациента возникнут значительные трудности с адаптацией к мультифокальной линзе. В нашем учреждении мы проводим исследования на эту тему. Мы с коллегами проводим микропериметрию пациентам. Вы определяете наличие скотом в макуле? Да, и в результате с помощью микропериметрии нами было замечено, что после хирургического удаления эперитинальной мембраны происходит значительное смещение точки фиксации в макуле и выявляются микроскотомы. Эти показатели являются строгим противопоказанием к имплантации мультифокальной ИОЛ.
Нет, я не поставлю. В каких клинических случаях линзы выбора становятся EDOF с дифракционной или недифракционной оптикой? Возможно ли использование улучшенной монофокальной линзы у пациентов с патологией макулы? Как я говорил ранее, EDOF линзы подходят целому ряду пациентов, но сам я отношусь к ним крайне настороженно. Также, я очень ответственно подхожу к возможности имплантации мультифокальной ОЛ пациенту с изменениями со стороны макулярной области. И также, если речь идет про EDOF линзы при макулярной патологии. EDOF можно рассматривать как промежуточный вариант между сложной мультифокальной и монофокальной линзами. Я придерживаюсь индивидуализированного подхода в каждом конкретном случае. Считаю, что важно подбирать вид линз, сопоставляя анатомические данные пациента и его требования для нормальной повседневной жизни. Я предпочитаю недифракционные EDOF-линзы, потому что пациенты, которым устанавливаются дифракционные EDOF-линзы, довольно активно предъявляют жалобы на световые дефекты, в частности, наличие бликов. Также, по моему мнению, недифракционные линзы дают более четкий фокус изображения на сетчатке. В моей практике наблюдения и хирургии очень много пациентов, которым выполнялась комбинированная хирургия с имплантацией EDOF-линз, в том числе и удаление и перитональной мембраны. И результаты этой хирургии очень высокие и удовлетворительные и очень радуют меня. Я предпочитаю недифракционные линзы. По моему мнению, дифракционные ИОЛ бесполезны при макулярной патологии. В выборе хрусталиков для той или иной ситуации нет дефицита. И вы можете использовать тот вариант, который посчитаете приемлемым для данного пациента и его ситуации. Это могут быть как EDOF-линзы, так и другие варианты. Были ли в вашей практике эксплантации ИОЛ после диагностирования существенных изменений макулярной области? Один раз. Это было вызвано дискомфортом и желанием пациента или были другие причины? Да, именно желанием пациентки. Я очень хорошо помню эту пациентку. Она была прооперирована на оба глаза, ей были имплантированы мультифокальные ИОЛ. Мы, конечно, ожидали и были готовы ко временным жалобам на фотопсии и блики, которые могут появиться в послеоперационном периоде. Но, к сожалению, позже в течение года у пациентки развился макулярный отек, который временно отвечал на терапию, и даже улучшалось зрение. Но на фоне отека усиливались световые дефекты, блики, фотопсии, появилась резкая и болезненная светобоязнь, значительно ухудшилось зрение вдаль. Пациентка не могла приспособиться к этим световым дефектам и светобоязни. Она просила помочь решить ей эту проблему, потому что не могла вернуться к нормальной жизни. И в этом случае я принял решение об эксплантации мультифокальной ИОЛ. So honestly, what I did, I removed the multifocal and I put the monofocal. Yeah, I don't have any explanation this IOLs of implantation this IOLs after detect any retinal change. But I have, I have many cases of explantation of this multifocal IOL according to patient dissatisfaction. Because in my cases, patients have many discomfortness due to the glare, halo problems. But with retinal change, no, I don't have any patient. But I say the patient, you have the multifocal IOLs, also you have now some retinal problems. It is not good for you, but generally I see the patients after the many years later implantation
aisles, and you know that it is very difficult to explain these lenses Yes. after the implantation. So we know that it can lead to another complication. I tell the patient and I put the lenses in the eye, and I don't want the explantation this aisle. Какими формулами для расчета силы ил вы пользуетесь? Если в анамнезе у пациента было проведено витреоретинальное вмешательство и отсутствует стекловидное тело? For me, I consider vitrectomized or non-vitrectomized again a Я difference. считаю крайне But важным учитывать if you have a наличие cell или count отсутствие supposed to стекловидного really тела be при good, расчетах. you know, it's in the IOL calculation you have a 700 Я работаю на master. EOL Master In 700, 700 в IOL котором master you есть have an option возможность with выбора regard to опций при the region you биометрии. like to use it, or also if this eye has been treated by any other modality. Кроме With того, like очень важно учитывать surgery наличие в or анамнезе silicone рефракционных sometimes, or операций, pseudophakic. возможное So проведение this is what силиконовой musical тампонады features или rather другие from варианты getting замещения out from the method стекловидного itself, тела. from the bias. Важно обращать внимание This на is эти one. параметры и Number менять two, их в I try настройках. to use Во-вторых, я использую две two формулы formula, и выбираю which is средние like между the ними average, I think, значения, если roughly. результаты не совпадают. Это и СРКТ — это This is одна из both, самых and I популярных use it, формул and Ибарит. part to comparison sometimes, and this is for Вы про Баррит yes, 2. part 2, yes, part 2, yes. Да. Но самое главное, что нам необходимо верно узнать, это аксиальная длина глаза. Именно для этого мы должны предварительно изменять параметры в зависимости от анамнеза. В зависимости от длины глаза, я могу использовать также формулу Хоферг. В зависимости от длины глаза, слишком короткий или наоборот экстремально длинный, можно выбрать подходящую формулу. То есть вы можете применять формулу для конкретного пациента, например, Баррит, Баррит 2, Хагис и другие. Я думаю, это важно в данном случае. Чаще всего мы используем формулы СРКТ, Баррит 2 и Хагис. So we will use the IOL formulas, which use the Мы anterior смотрим на chamber длину depth глаза и также measurements. глубину передней камеры. In cases, we generally use the В зависимости от этих параметров подбираем формулы. Haigis formula. But in generally, Но из I всех use я the Barrett предпочитаю formula формулу for Баррит, this так patient, как она because наиболее Barrett is универсальна. very good in patient with variety of anterior chamber depth measurements. So I prefer the Barrett. Баррет. Я считаю, это самой подходящей формулой, учитывающей все необходимые параметры. So thank you so much. Thank Nice to you meet so you. much. Nice to meet you you. You're too. welcome. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Have a good night. And you. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Thank you. Have a good day. Bye. Bye.